Родичи, всем привет! Вот мы подобрались к процессу сборки двигателя. В прошлой серии мы полностью разобрали и дефектовали весь двигатель, поэтому кто не видел, ссылочка в описании. Там много трэша, посмотрите, очень интересно. Ну а этот ролик я начну сразу с пылу с жару. Нахожусь я сейчас возле 402 завода. В простонародье, так он раньше назывался, сейчас у него другое название. В общем, ситуация. Отвез же я головку с блоком на завод. Набрали, говорят, подъедь, есть вопросы и по головке, и по блоку. Поэтому сейчас иду и буду разговаривать, какие же там проблемы. Я, конечно же, этому не удивлен, но тем не менее, насколько там все глобально. Погнали. Ну, давайте по порядку. Что касается низа. Блоку 82 миллиметра, то есть стандарт 82 миллиметра, поршневая. По цилиндрам там была небольшая разбежность. Короче, взял поршни 82, те же и оставил, чтобы на следующий размер уже не точить, потому что это перебор, скажем так. Группу Е. И под эту группу набили хон, подогнали полностью все цилиндры. Соответственно, это единственное место, наверное. Ну да, там была небольшая разбежность, но тем не менее блок, точить не надо. И те поршни побитые, тоже ставить я, в принципе, не вижу смысла. По блоку сняли 0,12. То есть, так, на самом деле, тоже не так уж и мало, что там, что там. Но, тем не менее, лучше это спланировать и фрезернуть, спланировать ГБЦ и фрезернуть блок, чем, не делать этого вообще, кривой оставлять, это чушь. В прошлой серии мы прекрасно поняли, что шатунам задница, поэтому будем устанавливать другие, те пойдут на приемку, выкину их, не знаю, может поделку можно какую-то с них сделать. Короче, они не годятся однозначно. И чтобы не заниматься поисками, вот этот лишний себе геморрой не придумывать, я просто-напросто позаимствую их у фиолетовой. Тут по шатунам тоже вообще вот на втором. Помните, у меня второй цилиндр был выбит вкладыш. По вкладышам, в принципе, такое боль-мень. А вот на втором цилиндре, второй цилиндр, конечно, очень печально. Еще бы пару заездиков, и мотору пришел бы чик-чирик. И на самом деле там была проблема с этим шатуном, а именно в замке. Эту проблему уже исправили, но тут есть еще вот такой прикол. Когда-то тут что-то с ним происходило. Гулять так гулять, также позаимствую еще и масляный насос. Это обычный стандартный масляный насос, тоже с фиолетовой. Он мне тоже не пригодится уже здесь, потому что буду устанавливать полуторный, а-ля спортивный, там вот эти вот все дела. Сильное заявление. Нужен был новый коленвал. Тут меня выручил подписчик и прислал мне вот коленвал. Код 71. Стандартный, обычный коленвал. Что самое интересное, как он и обещал, колено полностью в номинале. Как он говорил, что с минимальным пробегом, в принципе, я в это верю, потому что колено реально в идеальнейшем состоянии. Номинал так и остался, я его уже возил на завод, вот только-только, кстати, забрал. Проточили под подшипник опорный 2101 коленвала. То есть стандартная обычная схема всовывание шестнаря в классику, скажем так. Так, что касается колена. По колену просто сделал чистку ему, полировку этих шеек, и все. В общем-то, это можно было и не делать, но тем не менее, и разумеется, его же там проверили на заводе, там на биение, на трещины, на все остальное. Короче, колено в очень хорошем состоянии. Взял вот такие вкладыши, это, самый, скажем так, беспроигрышный вариант, но их тоже на сегодняшний день куча, миллион просто подделок. То есть, у нас в городе вообще нереально практически найти вот такие вкладыши, оригинал. Так, теперь давайте, что касается ГБЦ. Во-первых, ГБЦ немножко распиленная. Распиленная, кстати, не так уж и печально, на самом деле, каналы. Клапана. Кто это делал, я тоже не понимаю. Клапана настолько тонюсенькие, то ладно, они абсолютно не в размере, то есть они аж в седло туда проваливаются. Сейчас тоже вставлю фотографию, там наглядно будет это видно. Сколько мы их не притирали, короче, они все равно пропускают, все компрессии, получается, двигателя не было вообще, как он работал, непонятно. Короче, 16 клапанов под замену, 16 гидриков, все 16 гидриков надо туда воткнуть новые. По ГБЦ, опять же, восстанавливали седла. Это тоже муторная работа, на самом деле, и на заводе за такое не сильно любят браться. И оно не всегда даже возможно сделать. То есть, если там седло уже все, просто уже даже некуда резать, что ты с ним сделаешь? Посмотрим, как оно будет работать. Тоже притрем, все проверим, разумеется. По головке сняли плоскость
по-моему, 0.11. Да, сделаем, все, оно поедет. В принципе, логично. Я, разумеется, выложу потом все по ценам, что, где, сколько стоило, завод, запчасти, ну и так далее. Короче, двигатель на самом деле стал в нормальную такую копеечку. Лечу сейчас на всеми известный авторынок нашего города по Ореховской трассе, в простонародье просто Орех. Почему туда еду? По причине того, что некоторые запчасти в хорошем качестве, ну там типа оригинал, да, давайте так называть, заводское исполнение, можно найти только там. Продолжаю дальше скупать всякую мелочуху. Взял вот такой комплект ГРМ, Гейтс, я думаю, пойдет. Герметик Рейнс, сальники Балаковские, сальники клапанов Картековские взял, муфты этого. Ну, коллектор, где с ресивером соединяется, тоже балаковские, заглушечки заводские взял, они, видите, вот такие с желтеньким, то есть вот так выглядит заводская заглушка. Тоже есть куча подделок, и тонкие, и не по размерам, и так далее, поэтому только завод берите в данном случае. Локтайт, фильтр масляный Мале, тоже всегда беру эту фирму. Вот с помпой, кстати, тоже такой момент, взял Дольс. В общем-то, ну, на фиолетовую я тоже ставил Дольс. Ну, многие в последнее время, как и на всех производителей, в общем-то, жалуются. Ну, хрен его, ТЗАшную, заводскую не стал брать, потому что тоже много сейчас таких некачественных у них запчастей. Поэтому взял Дольс. Не знаю, посмотрим. Также прикупил краску, так чисто освежить блок Монтану. Вот такой, да, новый сразу патрубок сапуна. Поставлю новый, тоже Балаковский, кстати. Еще ж эти, ну и заглушечки распредвалов задние, тоже завод. И это еще далеко тоже не все. Опять же, там еще по мелочам тоже затянет нормально. Плюс надо комплект гидриков тоже новых, они 2600, ну 100 долларов, грубо говоря, стоят. Что касается турбины, разумеется, тоже не обошлось стороной. В общем, осталось тут, наверное, из родного это только шпильки. Все полностью под замену. Но это как бы логично, само собой, потому что турбина без масла работать не может. А так как двигатель работал без масла, соответственно, оно и развалило, конечно же, турбину. Гейт был неправильно установлен, от этого согнуло вот эту калитку. В принципе, это была одной из причин тоже, почему турбина не дула абсолютно. Разумеется, тоже все исправили. Кстати, по поводу ремонта турбины. Куда не обращался, везде меня, грубо говоря, посылали. Потому что, когда увидели масштабы работы, ужаснулись. Поэтому тюнер помог, поспособствовал ремонту. И теперь тут тоже все поменяно. Турбина, можно сказать, полностью новая. Все сделали, и она отлично залетит и должна отлично работать. Ты недооцениваешь мою мощь. Ну и дабы дополнить картину того, как я нарядился с этим уже автомобилем, с генератором тоже попадалово. Короче, в генераторе полетела обмотка, соответственно, поэтому то была зарядка, то ее не было. И решил восстановить этот генератор по причине того, что не хочу на самом деле покупать китайские генераторы типа StartVolt и так далее. Ничего плохого не хочу про них сказать. Они иногда реально работают на свои деньги, они работают отлично. Их цена там колеблется 1200-1500 гривен. Но тем не менее решил восстанавливать, потому что хотя бы на них есть запчасти. То есть на китайские очень тяжело потом найти регуляторы, обмотки и все остальное. Поэтому я думаю, лучше восстановить вот такой заводской. Там новая обмоточка уже стоит. Регулятор тут, кстати, был полностью в исправном состоянии. Ну и, разумеется, поменяли подшипники. Потому что это вы тоже помните, как он работал шумно. Теперь он, в принципе, как новый. Покажи фиолетовую, покажи шкрека. Ребята, что показывать? Ну вот фиолетовая. Что мне ее показывать? Стоит, ждет своего часа. Понятное дело, доберемся и до нее. Впрочем, это уже совсем другая история. Ну и эти все приколюшки тоже повымывали. И вообще, думаю, с баллона хотя бы дунуть. Вот этот вот трубопровод и поддон. Можно, конечно, было порошком все сделать, но не вижу просто в этом смысла. Трояк, как же ж ты мне дорог. Настолько уже надоело по городу носиться, скупать всякие запчасти. Это просто жесть. Чего не коснись, а потом сталкиваешься с покупкой запчастей, этого нет. То есть, это под заказ, это на другом краю города. Короче, реально нервы уже сдают. Ну ладно, идем дальше. В общем, прокладки. Унтрен. Кстати, на выпуск прокладки нет, под заказ. Это жесть просто. Кожухи. Сразу решил
поставить, разумеется, и кожухи ремня ГРМ, потому что использовать машину в зимний период, ну, как бы камни будут лететь, соль, всякая хрень, чтобы не порвался ремень. Да и вообще, я даже и в летнем использовании всегда, ну, стараюсь ставить такие кожухи, потому что, ну, без них, не знаю, то камень полетит. Короче, я топлю за кожухи однозначно. Да, не так красиво, но и хер с ним. Главное, это практичность. Ну и гидрики. 16 гидриков, разумеется, тоже под замену. Все приходится менять. Гидрики взялыновские. И гидрики тоже были под заказ. $100 в никуда. Ой, господи. Как это все сложно и дорого. Ладно, все. Продолжаем дальше все собирать. Погнали в гараж ставить. Продажа ковшей не заставила себя долго ждать, разумеется. И они отправляются к новому владельцу. Ну а сюда заедут, не знаю, какие-то сиденья. Ну, с Е30, наверное, у тебя что у меня валяются. Посмотрим, там мне еще с Б5 предлагали. Короче, любые. Тут мне прям мега комфорт в принципе не нужен. Так, ну что, низ уже у нас занял свое законное место. И это радует. Тут, разумеется, так же, как и у всех, есть проблема с вот этим креплением. То есть минус одно крепление. На фиолетовой вообще в планах у меня решить эту проблему, потому что это не есть правильно, скажем так. И это нехорошо на самом деле, потому что таким образом и блок вытягивает, и перекос коробки. Но опять же, это практически у всех вот так. И в данном случае я не буду тут ничего переделывать. Головушка наша прекрасная, нульцевая, тоже готова к установочке. Сейчас будем вкидывать. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Ну а сейчас давайте поговорим о тех объявлениях, которые я оставлял в начале и в середине ролика. Внимание, следите за цифрами. Я думаю, многие из вас заметили, что поначалу я писал стоимость запчасти, там проделанной работы, и внизу писал итого. Затем я перестал это делать. Это и будет условием самого конкурса. То есть вы должны будете написать общую стоимость моих затрат. Да, разумеется, какие-то мелочные там, возможно, нюансы я мог упустить по затратам, но только то, что было на экране. В какой валюте это будет абсолютно неважно, в гривне, в долларах, не принципиально. То есть это как вам будет удобно. Затем правильные ответы я буду присваивать через неделю каждому номер. И затем в рандомном порядке будем выбирать победителя. Ну а разыгрывать мы будем вот такой вот полезный комплект. Это комплект ремонта колес в дороге. Я думаю, он может пригодиться любому из вас. И выиграть его может тоже абсолютно любой человек. Покупался он в Германии, абсолютно новым, ни разу не использовался. Давайте я покажу, что у него входит в комплект. Ну, различные там переходники. Это для геля вот этого в бутылке. Вот еще какие-то переходники. Сам гель, сама жидкость. Вот она полностью запечатанная. И сам компрессор. Компрессор, хочу вам сказать, качает реально нормально. То есть не вот эти компрессоры дешманские, которые подключаешь, а он вместо того, чтобы качать колесо, спускает его. В принципе, ну, компрессор хороший. Вот такой комплектик может выиграть любой из вас, следуя простейшим условиям конкурса. Ну а что касается самого двигателя и проделанной работы, то, конечно же, я очень доволен результатом. Хотя не, наверное, результатом я буду доволен тогда, когда мы его запустим. А запустим мы его в следующей серии и сделаем, наверное, тест-драйв, если все пойдет хорошо.
Но тем не менее, работа была проделана очень колоссальная. Для вас это там в ролике 10-12 минут отрывочками, но по факту это очень тяжело и отнимает много времени. Но ничего страшного, идем только вперед. Работы там на самом деле еще не початый край, с проводкой как минимум в салоне. То есть надо со светотехникой всей, с проводкой разобраться, провести, потому что там все обрезано, ни поворотов, ни стопов, ничего нету. Но ничего, все это сделаем, по-другому никак, и по-другому мы не умеем. Ну а на сегодня всем спасибо большое за внимание. Лайк, коммент, подписка, коммент, помимо конкурса, приветствуется, разумеется. Ребят, всем удачи, до новых встреч, пока.